victory in Ukraine look like? I don't know what it means. Like, I don't know. Is it just like perpetual death of Ukrainians and Russians until they're all wiped out and, BlackRock comes in there and takes over all the farmland? I mean, is that what it is? Because feels like that's what it is to me. They're already selling off land in Ukraine to foreign investors, and they will flood Ukraine with third world immigrants, and Ukraine will not exist. In 50 years, there'll be no Ukrainian nation. In 50 years, there'll be no Ukrainian nation. Многие спрашивают, когда закончится война на Украине. Я могу вам сказать, что она скоро не закончится. К сентябрю месяца начнут отключать свет по 20 часов. Цены на свет поднимут. Не слышали, нет? Они собираются поднять цены до 7-8 гривен. Кстати, наши олигархи думали план с газом. Покупать из Америки сжиженный газ. По-моему, в Латвии, в Лапиде, по-моему, что ли. Там есть специальный порт, который предназначен для сжиженного газа. И его покупать. Соответственно, это будет украинский газ. Просто в 3 раза дороже, чем есть на данный момент. Тем не менее, будет все становиться хуже. И это будет все делаться для того, чтобы больше и больше людей выжималось. Вы должны понять одну такую вещь. Они будут выпихивать женщин, а тех, кто не захочет уезжать, их заберут в армию. Для чего выпихивать женщин? Потому что женщины возвращаться не будут. Женщинам гораздо удобнее найти на новой земле себе там мужчину или как-то в этом роде. Поэтому всех и мужчин будут пускать под утилизацию. Война будет идти до 2029 года, может до 2030. И они собираются оставить живых около 5 миллионов украинцев. Чтобы не быть голословным, давайте послушаем нашего старого знакомого Игоря Беркута, что он нам скажет по этому поводу. Закончится война на Востоке. В 2014 году было несколько сот тысяч выступлений разных политологов, которые говорили, что война закончится через 2 недели, через 4 недели, 6 недель, 8 недель, 2 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев к Новому году. Тогда я вам сказал, и это интервью у вас есть, он знает, что война на востоке Украины закончится через 15 лет. 15 лет. И после этого говорил это не раз. 5 плюс 5 плюс 5. Война на востоке закончится в 2029 году. Услышали? Вот и думайте. Сейчас будет же становиться жизнь настолько хуже. Они будут закручивать гайки, будут выпускать больше своих полицейских собак. Будет такой диктат. Будем жить как, в какой-то Африке, или что-то в этом роде. Не будет ничего. Еда, все подорожает гораздо дороже. Это делается будет для того, чтобы вы уезжали. У них еще есть время. За эти 6 лет последующих, они устроят такую жизнь, что люди начнут выть как собаки. Выть, и убегать, Не захотят ни Украины, ни своих домов. Вам устроят такую жизнь, что вы охуеете. И вы подумаете, что все, что сейчас было, это цветочки. Чехия готова выслать украинцев, скрывающихся от мобилизации. Об этом заявил чешский министр иностранных дел Ян Липавский. Чехия поддерживает украинских беженцев, но только не тех, кто пытается избежать законной воинской повинности. Более того, начались практические шаги по отлову находящихся незаконно на чешской территории граждан Украины. В частности, представитель управления полиции Чехии по делам иностранцев сообщил, что каждый украинец с временной защитой в Чехии обязан предъявить действующий загранпаспорт с отметкой временной защиты. Если он этого не делает, ему грозит штраф в размере до 5000 крон, 200 евро, и депортация в Украину. Напоминает, что беженство в Чехии получили 94 643 мужчины в возрасте 18-65 лет. Ранее о готовности помочь Украине с возвращением мужчин заявили чиновники Польши и Литвы. Так что для вас, дорогие мои особо одаренные, я зачитал эту новость. Потому что вы думаете, что я где-то там из космоса получаю информацию. Нет, я ее получаю оттуда и все. Так что, дорогие мои,
Вы, косрюлеголовые, просто не имеете права читать эту информацию. Вам запретили вообще какую-либо информацию. Вам вот туда в котелки говно кидают, и вы вот этим и наслаждаетесь. К сожалению, я говорю вам, не тем, которые в Украине, а тем, которые там в Чехии. Потому что вы мне там пишете всякое говно, которое вам туда накидали в котелки. Так что ждите, за вами тоже скоро придут. Сейчас я вам покажу видео. Первое, там будет река Тиса. Как сейчас там происходит вообще, как выглядит это все. И второе, это пляжи Одессы. Лето, июль. И вот кто мне после этого скажет, что там Украина свободное там государство или еще что-то подобное. Смотрим. Так, добрый вечер буде. О, що надо? Сюда. О, ще є. О, диви. Вот как-то так. Когда это было такое, чтобы в Одессе были пустые пляжи? Но работа ТЦК делает свое грязное дело. В Украине не остается людей, мужчин, которые могли бы там работать, вывозить свои семьи отдыхать. И все в таком духе. Просто уничтожение славян. У меня знакомый, которого поймали, был на этой присяге и там без ноги сидел, принимал присягу. То есть он в коляске сидел, принимал присягу. Это чтобы вы понимали. То есть уже реально там ранку залечил, погнал дальше. Все. Там. Приложили какой-то там бинтик, подорожник и пошел дальше туда, на Рефабришин. Вот. Ну, все мы прекрасно понимаем, почему такие цифры. Потому что есть какие-то долбоебы, глубоко и наглухо отбитые, которые сидят и верят в эту всю хуйню. Потому что по телевизору у них картинка такая. На марафоне там россиян, они уже сколько? 2 миллиона, 3 убили. Сколько там уже? Скоро вообще все, не останется ни одного россиянина. Там на марафоне вообще, там просто, не знаю, изверги. Они просто геноцид российского народа устроили на марафоне. А в реале все совсем по-другому. И вот тут сидит вот этот марафонная молекула, я не знаю, кто там, простейшая, двухклеточная, одноклеточная, сидит, смотрит марафон и всегда сравнивает. Же Найкраще сказал 31, ну чуть-чуть выросла 40. 40, он Найкраще сказал 40. На марафоне тех мы уже почти у всех истребили, уничтожили. Осталось еще там парочка и все. И война выиграна. Ну вот, например, взятие Авдеевки. Выдающийся образец оперативного искусства. Можно я поспорю? Давайте, поспорим. Можно я просто поспорю, потому что я, ну, как бы, и там те люди, которые мне умные разные слова произносят, ставят взятие Авдеевки самых выдающихся неудачных операций Путина, потому что такое количество людей, которые он там положил, от Бахмута, где разменивали зэков на украинскую профессиональную армию. То есть Бахмут был плюс. А вот Авдеевка, где он положил немыслимое количество бронетехники и людей, собственно, и решил его тех резервов, с которыми он мог бы сейчас наступать вообще, гуляя по поляне. Ну, во-первых, это как бы... колоссальный, катастрофический оперативный провал. Это сказки Ветского леса. Мы смотрим по показателям. Значит, Авдеевка – это 120-тысячная группировка, межвидовая, сформированная в кратчайшие сроки, частично скрытно. Авдеевка – это самый сильный узел обороны с 2014 года, бетонное сооружение, где ВСУ чувствовали себя и силы обороны вообще прекрасно. Авдеевка – это 2 армии, танковая дивизия, отдельное подразделение, опять же, разнородная, разновидовая группировка, которая управлялась целеустремленно, твердо. И что? И по всем признакам классического искусства в определенные сроки, довольно быстро, с потерями примерно 28% от группировки, была взята. Я вам по советским нормам, я вам скажу, 20% это потери в армейской операции, здесь 28%. То есть это уже налицо существенное снижение потерь, которые, например, они несли в том же Мариуполе. Командовал тот же Мордвичев, который брал Мариуполь. Это явный учет
взятия Мариуполя. Это блестящий ход с подземным ходом, вот этим вот, когда они прошли по этому самому. Это множество находок, это в принципе, у них была крупная одна ошибка, это когда они начали сразу развивать наступление и нарвались чуть восточнее, чуть западнее Авдеевки на 3-ю отдельную штурмовую 47-ю, и там 15-ю стерли в ноль. С другой стороны, этот отчаянный жест 15-й бригады, которая там легла, российской, самарской, она и некоторые другие подразделения не дала нам создать устойчивую оборону, и именно сейчас это дает эффект в Очеретинском оперативно-тактическом провале ВСУ. Так что за все заплачено своей ценой и получены соответствующие успехи. И Мордвичев состоялся как командующий, реально, он очень хорошо командует. И самое главное, что вот это уже был довольно приличный образец. Нет, это, конечно, не маньчжурская наступательная операция, которая является вершиной всего того, что человечество придумало за всю свою военную историю, но это уже очень-очень прилично. Что бы поменялось? Да ничего бы у вас не поменялось. Было бы только лучше. Был бы свет, газ по 3 копейки. Нормально бы все жили. Русский язык был бы второй язык. А те, кто, блядь, этого не понимают, бараны, то пооткрывайте свои паспорта и прочитайте, на каком языке там написано «громадянин Украины» и «гражданин Украины». Так было всегда. И более того, так и будет. И вы смиритесь в конечном итоге с этим все равно. Потому что вы, как те телята, знаете, вас, куда вас направляют, в то вы и верите. То есть особо своего мнения вообще ни у кого нету. То есть тупо серая масса, вот это быдло. А если бы взяли, то я думаю, что реанимировали бы какого-то Яныка. Все было бы нормально. Но самое главное, не было бы больше миллиона людей, которые уже никогда не смогут увидеть своих близких. Не было бы пострадавших, разрушенных городов, инфраструктуры. И самое важное, не было бы инвалидов, которые вот сейчас, их же огромное множество. Это же ужас, это пиздец, как с этим жить? Это всю жизнь бухать и работать с психологом? Это никому не пожелаю такой жизни на самом деле. И я уверен, что люди, которые лишились этого всего, они полностью будут солидарны со мной. Потому что пострадала бы только от этого украинская власть. Вот эта банковая, эта чернь, эти черти, блядь, которые там, блядь, сидят, пиздят, блядь, никак не могут нажраться. Вот да, у них были бы проблемы, да, потому что они уже просто зажрались откровенно. И сейчас по сей день они продолжают просто смеяться в лицо всем украинцам, поднимая налоги, чмыря, загоняя в депо всех мужчин, создавая такие условия ужасные, отключая свет, просто ужас, как можно жить вообще человеку. И не только физически, а психологически, насколько это все давит на мозги. Моя позиция такая, что если бы забрали, то было бы только лучше. И обычный гражданин или гражданка, они бы никаким образом бы от этого не пострадали. Все были бы счастливы, нормально. Все бы это, патриотизм бы ваш погас, так как вы меняете свое мнение, перебываетесь, блядь, чуть ли не каждую неделю. Поэтому, уже что говорить, конечно, на самом деле, назад ничего не вернуть. Да, и я уверен, судя по тому, что я читаю, смотрю и слушаю, порой до вас это никогда не дойдет, потому что там просто мозгов нету, там нечем думать. Поэтому как-то так. Хиллари, которая Клинтон, заговорила о контрнаступлении. Ее выступление касательно того, что украинцы должны пойти в контрнаступление для того, чтобы выиграли демократы в Соединенных Штатах Америки. То есть, вот эта вот американка говорит о том, что украинцы, неподготовленные, без авиации, без ничего, должны пойти на хорошо оборудованные позиции, как это было в прошлом году, Российской Федерации, и сдохнуть там в очередной раз, там 1050, как вот было в контрнаступе прошлого лета, безумном просто, взять и сдохнуть для того, чтобы выиграли демократы в Соединенных Штатах Америки. Вот так вот они считают тут украинцев за кого? За юнитов, просто за непонятно за кого. И мне просто интересно, почему ко всему так относятся военные, спокойно и нормально.
что их будет опять гнать Зеленский на убой против своих же братьев россиян, да? И они как-то к этому нормально относятся. Ну, для меня это какой-то нонсенс, просто нонсенс. Потому что мы потеряли смысл этой войны за 2,5 года, а Россия смысл приобрела. Он может многим не нравиться на уровне государственной пропаганды, он может в чем-то не устраивать, его можно бесконечно критиковать, но в России нет кризиса смысла этой войны, а в Украине есть. И тяжелейше. Потому что мы начинали как одна держава, более свободная, чем Россия, а подошли через 2,5 года к ситуации, когда мы во многом менее свободное государство, чем Россия. А тогда возникает вопрос, а за что мы воюем? Чтобы быть еще одной деспотией? Только на украинском языке? 24 февраля 2022 года украинцы поднимались защищать свои дома и свое государство, свою социальную среду, которая была не без недостатков, но более, что ли, обеспечивала базовую украинскую мечту о свободе и праве жить тем образом жизни, которым ты хочешь. Спустя 2,5 года это люди, которых насильно тянут в бусики, это бесконечное обрушение прав, это презумпция виновности заранее у гражданина, это убийства в мясных штурмах, это и в мясных оборонах, это неспособность государства решить элементарная задача. И более того, усугубление тоталитаризации украинского общества. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, нежданно-негаданно вдруг приезжает в Украину, и разговор происходит о Закарпатье, о широкой автономии Закарпатья в связи с тем, что там живет большинство этнических венгров. Напоминает мне это Донбасс, который хотел тоже широкую автономию после Майдана, и Украина туда ввела войска. Но сейчас Украина на все согласна. На широкую автономию и так далее. Но это я говорил о том, что венгры рано или поздно заберут Закарпатье. И здесь в этот же день Елена Зеленская, жена этого хриплого, покупает Бугатти за 4,5 ляма. Может быть, они продали просто Закарпатье венграм за эти деньги. Что делает Украина со своей критикой? И есть ли у нас критика даже в пределах мейнстрима? Так вот, я констатирую, что в своих практиках современная Украина далеко хуже и ниже Советского Союза. По крайней мере, поздней его эпохи в Советском Союзе разрешали критиковать в рамках дозволенной партийной критики. А у нас вообще никакая критика не разрешена. И фигуры типа Марьяны вящие тому доказательство, которую записали в бесноватые, записали в шпионки, записали в проклятые. Какие только эпитеты по отношению к молодой девушке не использовало наше высокогуманное, светлое общество света. Когда эти мужики, еще военные, вся эта шваль, которая рассказывает, что мы герои, мы танки грызли, начинает девушку за то, что она пытается их спасти от этих идиотов-генералов, рассказывать про нее то, что они рассказывают, я понимаю, что это общество заслужило. Все, что оно, и пусть оно гребет полной ложкой. Все, что они сделали, и поддерживают каждый день. Украинцы жаловаться на отсутствие света, на гибель и так далее. Вы все это заслужили, вы все это поддерживаете каждый день и каждый день усугубляете свое положение. Потому что когда наши страшные военные герои начинают рассказывать, постить про Марьяну или там присылать мне шутки про нее и так далее, я говорю, кстись, идиот, говорю. Ты, может быть, жив, состоишь до сих пор, потому что Марьяна за тебя вступилась и пытается что-то в стране поменять. Ну это все. Поэтому Украина куда хуже, чем Советский Союз. Современно уже давно хуже, чем Советский Союз. В Советском Союзе можно было критиковать. Можно. И тебя еще за это... Если это шоу в мейнстриме, так вообще можно было героем труда стать, народным депутатом и союзным министром, и партийным деятелем. В Украине невозможно критиковать. Запрещена критика любая, мы только светлые, только славные и так далее, но почему-то с каждым днем все хуже и хуже. Поэтому Украина махровейший совок давно, и хуже совка, современная Украина. И если мы не будем называть вещи своими именами, она такое останется, усугубится и погибнет. И единственный наш шанс – это все начинается исправление с того, что мы начинаем исправлять имена, называть вещи своими именами. Сколько страна? 26 миллионов сейчас в Украине. Всего украинцев где-то под 50 по миру разбросано. В диаспоре и во всем остальном. Назови мне по фамилиям давайте посчитаем, по пальцам, кто позволяет себе критиковать армию военную сегодня.
А это критически необходимая вещь. Если общество хочет выжить, то первое, на что должно быть острые критики направлены, это на свое руководство и на армию. В России критики армии намного больше. В России 60 командующих всеми разными соединениями, объединениями от дивизии, начиная выше, под следствием, под судом. И только у нас все святые. И только Марьяна, Бутусов, Арестович, Артигрин и еще парочка фамилий. И криков кричащие военнослужащие в постах вот этих горя, погиб друг, я уже не могу молчать, позволяют себе что-то вне системы. А системно 5 человек на 50 миллионов. И кто они? Негодяи, подлецы, сволочи, ну кроме Юры, потому что Юра, не того, как я и Марьяна, он умудряется линию вести безупречно. А мы вляпались во власть. А этого украинцы не прощают. Все. Ну, Артигрин действующий офицер. Слушай, и Юра тоже, думаю, выгребает кучу неприятных... Юра тоже выгребает кучу ежедневно. Да. И Артигрин выгребали и так далее. Не маловато вам 1 из 10 миллионов, 5 из 50, которые критикуют и подвергаются помоям, ушатам от своих соотечественников. Так вот, мы тоже не Запад. Хватит нам рассказывать, что Украина – это Европа. Украина – это махровейший совок и даже хуже совка, обломок совка. Если бы мы были Западом, людей, которые критикуют страну, ах, нельзя критиковать во время войны, предатели, не патриоты. Во время войны как раз самое время для критики. По одной простой причине, потому что цена вопросов неисправленных – это кровь людская, которая цистернами льется, а даже не ведрами. А второе, война – единственное время, когда недостатки можно исправлять быстро, поэтому критика во время войны в 10 раз больше затребована, чем в мирное время. И вот если бы наше общество станет Западом, тогда никогда мы в ЕС и НАТО вступим. А когда оно начнет своих критиков поощрять и делать почетными членами общества, спасибо, что указали недостатки, как делал и делает Запад до сих пор. И это главное его отличие. Вот я благодарен Скрутону за то, что он его определил очень четко. Я очень люблю вот эту тематику Запад, совок, сравнение разных цивилизованных систем проектов, и он очень четко попал в различия. При всех огромных недостатках Запада, при всех достоинствах, которые были в Советском Союзе. Он назвал главное различие, почему Запад цивилизационно лучше, чем советский проект. На практике, по крайней мере, не в задумке. Потому что там критиков награждали, а здесь репрессировали. Но в Советском Союзе, повторюсь, был зазор для критики, а в Украине его в принципе нет. Поэтому Украина – это не Европа, а несчастный обмылок Советского Союза. Продажное телевидение полностью, все брехливое украинское, все, и вы в том числе. А вы пришли в комиссариат? Да посмотреть на подонков, которые тут собрались с Россией воевать, пришел. А вы? Дырявая украинская армия. Что вы? Я присягу давал на верность Советскому Союзу. Так этой державы давно нет. Ну так это у вас нет. А у меня есть. А у меня нет украинской державы. Это мыльный пузырь американцами раздутый и придуманный. И сейчас они пытаются стравить славян друг с другом. У них идея, это программа «Максимум», чтобы мы друг друга убивали. И благодаря таким, как вы, это пытаются осуществить. Ваши действия какие? Мои действия? Да. Да вот я наблюдаю. Нет, дальнейшие ваши действия. Вот вы видите, что Россия ввела войска на территорию Украины. Что вы будете делать лично? Ну, как минимум, еще не ввела. Если ввела, так и ввела на территорию Крыма. Крым – это территория Потому что Украины. попросила крымское правительство и народ Крыма. Автономия не имеет права призывать... Да кто вам рассказал это? Вы там, какая территория Украины? Потому что Хрущев этот подонок передал лично под своими какими-то там личными интересами, отдал это Украине. Она стала территорией Украины, Крым, да? Расскажите это про 91 год, чьей территорией стала эта якобы независимая Украина. Расскажите за колониальную политику местную, что мы стали колонией США. Расскажите это. Кому принадлежит, как вы относитесь кому к тому, принадлежит что наш Россия банк? нарушила меморандум, Будапештский меморандум, который говорит какой меморандум? о ненападении. Да какой меморандум? На Да нет никакой Украины и России. Есть единый народ, которые такие, как вы, пытаются разорвать и устроить здесь гражданскую войну. Нет никакой Украины, и не было никогда. Ленин придумал, они сейчас валяют его памятники. Я тоже как бы за то, чтобы его снести. Бланк, он ничего хорошего для нас не сделал. Но для Украины сделал. Появилось благодаря ему вообще такое образование, как Республика Украинская. Благодаря Бланку. Золотые слова, сказанные 10 лет назад
русским человеком на Украине. Интересный факт, но дед Ленина, Бланко, родился в Житомире, Украины, известном еврейском центре. Дедушка Ленина Александр Дмитриевич Бланк был крещенным евреем. До этого носил имя Израиль Сруйль Мойшевич Бланк, рожденный в семье житомирского мещанина-торговца Мойши Ицковича Бланка, уже принявшего православие. Приняв православное крещение в 1820 году, он взял имя Александр и отчество Дмитриевич по имени своего крестного отца Дмитрия Баранова. Переход в православие дал ему и его брату возможность поступать в Императорскую медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге, стать военными врачами и продвинуться по государственной службе. Но здесь только остается порадоваться за Александра Дмитриевича Бланка, и это совсем не суть рассказа. В чем главная тайна Ленина, Бланка и тех, кто за ним стоял? В образовании Украины как отдельного государства. Почему Украина должна быть отделена от России и почему Киев и Хмельницкая область Украины никогда не должны войти в состав России или в состав древнерусских границ. Об этой важной тайне смотрите в июле на Бусти. Новое расследование «Проклятая земля» или «Тайна замка Белая Лебедь». И это вовсе не сказка, о которой нам когда-то рассказывали, а реальная, настоящая быль. Наши малороссийские хутора разоряет шайка нехристи ляха. Во главе их вор и убийца, колдун!